25 апреля 45 года, Германия. Думаю, не зря эта дата. Или просто совпадение. Так. Нас приютили сюда. Вот же ты разбойник. Напугал. Знаешь, ты еще легко отделалась. Посмотри лучше на меня. Чё, кот раздербанил. Со времен фронтовых будней таких ранений не было. Не раскисай. Дела не так уж плохи. Все поправим. Давай только сначала нашего хулигана накормим, иначе он нам покоя не даст. Как скажешь, командир у нас ты. Ну что, ушастый, пойдем посмотрим, что там для тебя на кухне осталось. Пойдем, блохастый. Так, ну что? Это у нас... Ну, все показ, да. Так, я думал, что папа прилетел за нами, но мы встретили Игоря. Он тоже потерялся. Надеюсь, когда-нибудь доберется домой. Ноябрь 44-го. Не знаю, зачем Игорь отдал мне эту фотографию, ведь она была для него так дорога. Так. Оказалось, что немецкие города будут наполнены страшными людьми и строениями. Оказалось, что их люди живут своей жизнью и радуются празднику. Первый раз я увидела такую красоту в честь празднованного Нового года. А вернее, как мне рассказала фрау Рождества. Мы такой праздник не отмечали. Ноябрь 44. Добрая немецкая женщина приютила меня как родную. Зовут ее фрау Сельма. Фамилию я так и не могу запомнить. Радостно от того, что не нужно скрываться больше. Насколько я поняла, фрау смогла оформить меня по закону как домработницу, но я не чувствую себя больше в неволе, как тогда в лагере. Фрау ко мне очень добра. Порой я не знаю, как ее благодарить. Так вот и живем вдвоем пока. У нее ведь тоже никого из близких рядом не осталось. Уже понимаю, что когда придет время, мне очень печально будет с ней прощаться. Но у меня есть своя семья, меня любят и ждут на родине. Папа, бабуля, Егорка. Когда же мы с вами повидаемся? 2 марта 45-го. У фрау живет чудесный котик. Она зовет его Шварце, а я просто Черныш. Помню, как мы с ним по городу бегали, чуть не подрались за бутерброд. Потом он меня выручил, словно чудом оконце открыл. С тех пор считаю, что черный кот приносит счастье, а не беду. Он, конечно, хулиган, следит грязными лапками, любимого варежку подрал, но для кота это обычное дело. Ленточка помощи. Фрау иногда разрешает мне послушать передачи с родины. Но делаем мы это тихо, чтобы никто ничего не услышал, а то мало ли что. Так, окей. И когда ты успела столько прочесть? Главное начать. Не то чтобы я все поняла по-немецки, но картинки очень красивые. Смотри, ты и без папиной помощи справилась на этот раз. Вышло так себе, честно говоря. Да ладно, тебе все приходит с опытом. Хочешь еще раз попробовать? Ну, давай. Да, давай. Нет, не так. Вот так. Нет, не так. 1000 лет не собирал. Ага, все верно. Нет, не так. Ага, начинаю понимать, как это... Погоди, что-то не вяжется. Ага, хорошо. Отличное начало. Нет, не так. Ура, получилось! Даже лучше, чем у папы.
Так, вот бы папе показать, как я научилась их складывать. Наверное, он мог бы мной гордиться. Но ничего, время еще придет. Мгм. Ты как? Готова к операции по спасению боевого друга? Я-то готова, только инструменты нужны. Закрыто. Чего там прятать-то? И от кого? Ты что, черныша нашего не знаешь? Как начнет клубки по дому раскатывать, ходи собирай потом. Да уж, надо искать ключ. Вспомнить бы, где фрау его держит. Ого, а это что такое? Эта фрау вчера с чердака достала старые игрушки дочери. Чего же мы ждем? Давай посмотрим, что там за добро. Сейчас есть дела поважнее. Кота покормить. Так, шапка. Мама была бы рада, если бы узнала, что ты в тепле и в безопасности. Я знаю. Дождемся, когда война закончится, а там уже и к бабуле поедем в село. Я уверен, ждать совсем недолго осталось. Надеюсь, папа тоже туда приедет. Да даже не сомневайся. Все. Пойдем кота накормим. Что тут? Знакомые Следил. следы. Фрау слишком уж его балует. Она только с утра весь пол вымыла, а тут опять грязь. Надо бы помочь. Так, мистер кот, кто там наследил? Не, руками оттереть не получится. А? Шкодливая мота. Пойдем, поедим. Где у тебя миска? Вот ты натоптал. Так. И где? Что, молоко? Эх, вот колбаски немцы умеют делать. Надо отдать им должное. Пахнет вкусно. Коту, что ли? Пожарить бы, да картошечки отварить. Ну, О, любимое лакомство черныша. Чтоб я так жил. килограмм сардин. Закройся. Закройся. Так, кошачий. А миска твоя где? Эй. Ага. Кс-кс-кс. Ешь, ушастик. А помнишь, как ты меня метлой в бараке снимала? Я тогда еще на пол больно шлепнулся, но виду не подал. Эх, были же времена. Ну да.
Что за кошачий? Так, вот тут. Кажется, все. Молодец. Думаю, фрау будет приятно. Это меньшее, что я могу для нее сделать. Осталось швабру на место положить. И ключ найти. Батюшки, кто это? Не знаю, но фрау говорила никому не открывать. Смотри, смотри. Они что-то просунули под дверь. Давай посмотрим. Ох, не доведет тебя до добра твое любопытство. Ну а вдруг там что-то важное? Так, милая Сельма, будьте осторожны. Среди соседей ходят слухи, что вы не поддерживаете правящую партию и, быть может, даже помогаете советской разведке. Не знаю, кому вы перешли дорогу. Возможно, слухи дошли из-за русской девочки, которую вы приютили. Я знаю, как вам она дорога, но, пожалуйста, берегите себя, доброжелательный сосед. Неужели фрау грозит опасность? Это может быть из-за меня. Да брось ты, это всего лишь слухи. К тому же, может быть, ты не так чего поняла, все-таки на немецком. Ладно, покажем записку фрау, как она вернется, и там будем думать. Вот, это правильно. Лучше не делать поспешных выводов. Сколько хороших книг у фрау. И ты уже все прочла, небось? Да прям, я так, потихоньку. Муж фрау ушел на фронт, и сын тоже, как мой папа. Угу. Только воюют они там против наших. Ну да. Заночки нет. Вот ты Заночка где есть. спрятался. О, тайник у фрау что надо. Сразу видно, человек культурный. Гляди, фрау оставила свой ежедневник. Что это на нее нашло? Да уж, на нее это не похоже. А давай посмотрим записи. Вдруг станет понятнее. Ты плохо на меня влияешь. Подстрекатель. Давай. Моя твоя не понимать. Так много дел у фрау, а я даже не замечала. Да уж, она женщина деловая. Надо бы помочь. Отличная мысль. Давай переведем, что написано, и поймем, что сделать надо. Покормить кота, вымыть пол, приготовить обед. Ну, половина уже сделана. И пометь еще, что меня подлатать нужно. Что флажку? Так кота мы покормили. Ну что, раз фронт работ понятен, давай приступать. Приготовить обед и заштопать флажку. Есть. Так, газеты. Немецкие войска сильны как никогда. Армия Рейха продолжает завоевывать Европу город за городом. СССР и союзники отступают, и тут сломлен, победа будет за нами. Как же Да-да-да. так? Да быть этого не может, брешут они. Нашла кому верить. Когда же все это уже закончится? Скоро, моя милая, скоро. Посуда еще со вчерашнего вечера осталась. Фрау в последнее время немного рассеянная, да и я почти не помогаю.
Неправда, ты у меня молодец. Посмотрел бы я на кого-нибудь, кто в твоем возрасте столько пережил. Давай лучше уберем это все сами. Мысль хорошая. Вот, так гораздо лучше. Осталось отнести посуду в раковину. Все чисто, остается только накрыть на стол. Если соберешься что-нибудь готовить, конечно. Погнали. Так, а ту подзатыльник можно? Эх, должно быть мягкое у фрау креслице. Не время еще отдыхать. Труд, конечно, облагораживает, но нас с тобой бездельниками назвать сложно. Вот когда все сделаем, тогда и поваляемся со спокойной душой. Так, а это... Пойдем готовить. Что тут за кастрюли такие? Фрау явно собиралась приготовить завтрак. Может, кто-то ее поторопил, и поэтому она ушла? Хочешь закончить начатое? Почему бы и нет? Пол картофелины, считай, очищены. Еще чуть-чуть. Да не вращайте ее. Вот и первая готова, Там она не молодец. дочищена до конца. Потом будет песок на зубах. И сверху, снизу тоже. Так. Недурно, недурно. Еще чуть-чуть. Ну что, этого хватит. Остается только отварить. Так. Ну что, давай разбираться, что и как готовить будем. Вот и кастрюлька. Надо бы воды набрать, если хочешь сварить чего-нибудь. Здорово ты справилась. Да что тут особенного? Так, кастрюля. Думаю, столько воды хватит. Так, ну что? Бросим картошечку. Так. Сосиски на сковородку. Вот. Остается зажечь плиту и дело в шляпе. Спичек полно, так что не переживай. Начинается. Второе. Можно снять? Картошечка, кажется, готова. Можно выкладывать. Вот и колбасочки готовы. Пахнет замечательно. Только не забудь плиту выключить.
Ну, вроде все готово. Можно накрывать на стол. Какая же ты самостоятельная. Аж гордость берет. Сам больше ничего так. Ну. Можно накрывать на стол. Красота. Теперь можно и поесть. А я хотела дождаться фрау. Так остынет же. Лучше пусть остынет, чем есть в одиночестве. Справедливо. Так, ключ там остались. Все еще закрыто. И все еще нужен ключ. Ого, похоже, фрау здесь не только нитки прячет. Заначка. А я все думала, куда она его убирает. Такие времена, что радио лучше держать подальше от посторонних глаз. Ого. Ну что, послушаем, что там с передовой вещают. Давай все-таки пока с остальными делами закончим. Ну что, я готов. Смотри, я для верности прошью тебя по контуру. А ты точно умеешь этой штукой пользоваться? Да, фрау мне все объяснила. Чтобы сделать шов, крутишь маховик. Если нужно поправить ткань, аккуратно ее двигаешь. Звучит просто. Поехали. Ну. Давай, стриги. Может, все равно стоит, что ничего не хочет печатать, я. Эй, осторожнее, надо чуть подровнять. Да, конечно. Извини. Ничего, ничего, я держусь. Держись, братан. Совсем чуть-чуть осталось. О, ну наконец-то все. Готовченко. Теперь как новенький. Ну, новенький, это сильно сказано, но чувствую я себя действительно лучше. Спасибо тебе. Пойдем скорее в кресло радио слушать. Идем. Так, а это... Ого, а это что? Это фрау вчера с чердака достала старые игрушки дочери. Чего же мы ждем? Давай посмотрим, что там за добро. Сейчас есть дела поважнее. Кошачий, подвинься. Победа близка. Советские войска уже в Польше.
Мирные немцы не поддерживают фашистов и переходят на сторону СССР и союзников. Фронт совсем рядом. Сотни или даже десятки километров. Добраться до него, до своих, астарбайтеры или пленные могут пешком или на поезде. Вот так дела. Когда выдвигаемся? Думаешь, пора? Да как сказать? С одной стороны, сейчас тепло, идти легче. С другой, все еще огромный риск. Сейчас у нас крыша над головой, еда. Мы с тобой чудом выжили. Не факт, что повезет снова. Тогда что ты предлагаешь? Нужно все хорошенько обдумать. Это правда. Ща, фрау. Скажет, давай, до свидания. Ася, проснись. Возьми ключи и запрись в комнате. Не переживай, alles wird gut. Сиди тихо, а я договорюсь. Не пойму, что они там говорят. Поступили жалобы. За одним столом с русской девочкой. Советские передачи по радио. А сейчас? Что там у них происходит? Это солдаты. Уводят ее куда-то. Идут сюда. Так, нам нужно убегать и как можно скорее.